Здравствуйте, дорогие друзья! Я Береда Сергей, это моя супруга Береда Диана. Я бизнесмен в сфере недвижимости и консультант по стратегическому развитию. Мы решили сделать такой проект Ironman. Так, друзья, что такое Ironman? Это железная дистанция, как многие, наверное, уже знают, это триатлон. Я думаю, что это, наверное, высшая точка, скажем так, прохождения дистанции триатлона. То есть это 3 километра 800 метров открытой воды, 180 километров... Плыть. Конечно, плыть. 180 километров велосипед и 42 марафон бегом. Честно говоря, дистанция достаточно сложная, и когда мы первый раз увидели ролики в YouTube о том, как это делают другие, я была очень удивлена, потому что таких людей очень много. Это очень развито в Америке, в Европе, в России это только набирает обороты, и мы как раз с Сергеем одни из тех, кто решили поддержать эту тенденцию и начать готовиться. Идея родилась с того, что в том возрасте, в котором я сейчас, 45 лет, у меня умер отец. И я подумал, находясь в этом возрасте и ощущая в себе силы, что же можно такое в память об отце сделать. И решил, что будет оптимально как раз вот пройти такую дистанцию Ironman. Подготовку к Ironman мы начали поэтапно, то есть некоторые ребята, они готовятся год и сразу едут в какую-нибудь страну и проходят полный Ironman или половинку. А мы выбрали такую стратегию проходить небольшими отрезками соревнования на пути, скажем так, большой цели, именно к основному старту. Завтра мы выезжаем в город Броницы, это будут наши первые соревнования, в которых мы будем принимать участие. Суперспринт. Это наш первый шаг по отношению к дистанции Ironman. Суперспринт, он включает в себя 3 дисциплины. Плавание 300 метров, велосипед 8 километров и бег 2 километра. Начинаем именно с этой ступени, для того, чтобы познакомиться с тем, как проходят соревнования, как обустроены транзитные зоны, как происходит плавание в открытой воде. Не знаю почему, но я безумно боюсь воды, а именно открытой, тем более темной, в которой ничего не видно. Несмотря на то, что на мне будет гидрокостюм, несмотря на мою подготовку, я занимаюсь около 2 месяцев в бассейне с тренером, но, честно говоря, бассейн и соревнования, я думаю, это кардинально разные вещи. Я не знаю, я просто дико боюсь. Этот старт, он будет показательным. Я думаю, либо я просто слечу с дистанции в момент захождения в воду, когда будет порядка 300-400 участников. Стараюсь выполнять установки тренера, который говорит, главное это пройти дистанцию без травм, попробовать ее на вкус, и поэтому многие еще вещи, которые дадут лишние секунды и минуты, мы даже пока еще не применяем. Например, я буду бегать по транзитной зоне в велотуфлях, вместо того, чтобы туфли прикрепить резиночками к педалям, как делают это более опытные спортсмены. Но так как я пару раз упал на этапе подготовки к велосипеду и ободрал себе бедра, коленки и голени, то, в общем, мы решили пока не форсировать события в плане вот таких уже технических тонкостей, что пока будет достаточно просто пройти дистанцию без травм, но, конечно, я буду стараться все это сделать побыстрее. Немножко об особенностях тренировочной обуви. В правой руке это кроссовки Asics Nimbus 19. Кстати, шнурки заменяются на резинке, для того, чтобы в транзитных зонах не терять время на завязывание. Здесь вставляются резинки.
у кроссовок Asics очень толстые подошвы. Здесь и есть различные амортизационные системы для того, чтобы поддерживать ногу при беге и чтобы нагрузка ударная не била в позвоночник. То есть это современный взгляд такой на кроссовки. Точнее, один из взглядов. Второй взгляд — это кроссовки английский бренд Viva Barefoot. Идея в следующем, что здесь очень тонкая подошва, и эти кроссовки, они имитируют бег босиком. Сейчас очень модное направление — это естественный бег, имитация бега босиком. То есть концепция этого бренда, она противоположна концепции бренда Asics, в том смысле, что Asics, он поддерживает стопу и поддерживает бегуна, а Viva Barefoot говорит, что у бегуна и так всего достаточно, и путем связок, мышц, сухожилий, тренированности человек будет сам себя поддерживать. Поэтому я использую несколько видов тренировки, то есть в таких кроссовках, в кроссовках Asics, а также бегаю босиком. Все эти разные виды тренировки дают разную чувствительность, разную тренированность, и мне видится, что сбалансированный подход — это то, что нужно. Почему выбрали Бронницы? Я вообще сама не знаю, почему мы выбрали Бронницы. Я доверяю нашему тренеру, моему мужу, и я надеюсь, что они плохого не посоветуют. Но он говорит, пройдя через Бронницу, уже можно не переживать за другие этапы и за другие дистанции, потому что там реально будет, не хочу говорить на камеру, жесткач, но там будет жесткач. Мы находимся в городе Бронницы, озеро Бельское. Вот тут очень много спортсменов сегодня приехало, и несмотря на погоду, люди не сдались, а все равно приехали. Очень холодно, сильный ветер. Плавание отменили, потому что вода 10 градусов. Но я не расстроилась, если честно. Так, по слухам, вместо отмененного плавания будет еще один этап бега, а сколько чего еще пока не знаю. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Это чипы, благодаря которым организаторы будут знать, насколько мы пробежали дистанцию, проехали. The skies, all because of you. Dripping lights paint the skies. Only you can make me so alive. Настрой боевой, да? Разминаемся. Холодно еще. Stop in time. Да, я радуюсь первому старту. Наконец он состоялся. Хоть и немного в урезанном виде, но состоялся. Hold tight, dripping lights. Это не часы, это триатлонный компьютер для того, чтобы видеть, за какое время и с каким качеством ты проходишь каждую триатлонную дисциплину. В транзитной зоне второй ряд, не торопясь. Все отрабатываем. Касочку одели, взяли велосипед, с ним просто выходим до черты. На черте сели, у нас 2 круга. По поводу вот того, что улетают в воду. Это вот не доезжая моста. То есть вы туда едете, обогнули озеро, едете и никуда не разгоняетесь. Вокруг озера. Да.
Будем работать на победу. Очень тяжело. Никогда так не бегал. Отлично, отлично. Спасибо. Пока не пойму, пока все так перемешку. Ну, интересно. Велосипед нормально, там поворот спокойно заходил? Но неспокойно в том смысле, что то притормозил, то не гармонично. Ага. А так, слава богу, не упал. Под контролем, ну все. Нормально. Прекрасно пробежал, опять бежать. Красоты делай. Смотри, я Впечатления такие очень круто здесь. Ну да, надо тренироваться и все. Ну, это, да, именно в борьбе. Я больше, кстати, обогнал, чем меня обогнал. В зоне, да, вот незаметно, я же говорил, считайте номера, смотрите. То есть, кажется, ты чуть-чуть пробежал, а уже где непонятно. У меня еще велосипед, мне пришлось не тем, мне как-то заклинило у велосипеда вилку, мне пришлось его в транзитной зоне на себе нести. Я, конечно, дыхание сбилось, но все время меня обгоняла одна девушка в розовой такой олимпийке. Она сначала врезалась в дерево, я так смотрю, потом еду, она раз меня опять обгоняет. Думаю, вот это человек. Но я опять как-то навалился, ее обогнал, потом, значит, она меня опять обгоняет, уезжает в траву. Я думаю, что-то ей сегодня не везет. Какое-то время проходит, она меня раз опять обгоняет. Ну и, в общем, как-то так вот. Да, соревнуюсь с ней, как-то все-таки я ее обогнал, но она потому что два раза, по-моему, один раз она упала, один раз врезалась в дерево, один раз уехала в траву. И все равно она вот финишировала где-то нормально. То есть вот люди какие бывают у нас. Когда сделали круг, и вон там начался такой ветер, что просто, я не знаю, вот ты едешь, и как будто ты стоишь. То есть у меня передача уже мощная, я кручу, а я все еще так медленно, как какая-то... Да, конечно, я продолжаю, я все-таки не сдаюсь, хотя я еще не попробовала себя в воде. Если бы сегодня была вода, я, конечно, не знаю, как бы я вообще бежала, но интересно. Сейчас я чувствую уже такое эйфоричное состояние, когда уже ты понимаешь, что все позади, медаль на груди, и можно спокойненько идти пить свой, кушать пирожок и пить морс. Молодец. Поздравления.
Ну, ты слышал результаты? 3 секунды второму месту, 25 секунд первому. Все близко, все близко.